Итак, дорогие друзья, всем доброй ночи. Как всегда, наш любимый Атрушан Богов. Летние цветы. Два пусика и кот внизу. И наша рубрика «Люди говорят». Я уже говорила и повторюсь, что я показываю это для того, чтобы вдохновить людей, чтобы люди старались для себя, поскольку все, что я вам дала, это все даром. И я хочу, чтобы вы делились друг с другом, что у вас поменялось, как у вас поменялось, и чтобы те люди, у которых уже нет надежды на что-то новое, на что-то хорошее, лучшее, чтобы эти люди знали, что в нашей жизни возможно все. Начну я, пожалуй, с двух СМС людей, которые показывают просто. Это не СМС, они пост написали. Но я хочу вам показать, и поскольку в сообщество мало кто заходит, а там часто бывают интересные вещи. Это для тех людей, которые сидят, воют о том, что ничего не меняется. Знаете, особенно мне нравятся люди, которые: ой, а вы можете сами сделать за меня, я просто боюсь. Чего ты боишься? Ты боишься ради себя что-то изменить, а ты не боишься и не стыдишься напрягать другого человека, который не имеет никакого отношения к твоим проблемам, чтобы этот человек сам за тебя все сделал. И тем более, естественно, бесплатно. Но тут даже речь не о плате, тут речь о том, что ты видишь, что это то. Вы понимаете, боги тоже смотрят на ваше стремление. Я вам рассказывала миллион раз, что в древние времена храмы вообще строились, храмы богов на скалах и так далее. Человек преодолевал эти трудности, поднимался, у него ноги резались, да, практически все, начиная от царя до обычного крестьянина, поднимались туда по этим скалам и просили, и получали. И высшие, великие, судьбоносные силы, здравствуйте, Алена, они видели стремление человека, уважение человека, они видели, что человеку это настолько нужно, что он готов жертвовать многим, лишь бы это получилось. И они помогали. Понимаете, что это тоже испытание на то, насколько вы достойны быть счастливыми. Не все достойны этого счастья. Некоторые, лежа на диване, жуют пирожок, пьют чай и смотрят фильм, и заодно тебе пишут: можете помочь мне, пожалуйста, у меня что-то, по-моему, у меня порча, помогите, вот сделайте все, я что-то боюсь, вот я не решаюсь, я ничего в этом не понимаю. И на мое предложение: изучите канал, там очень много чего. Ой, а вы не можете сами сделать? А что именно конкретно? А то у вас так столько работ, я даже не знаю, что там надо изучить. И тогда хочется сказать: пошел ты нахер. Если тебе так насрать на собственную судьбу, если тебе так безразлична твоя жизнь и твоя судьба, то почему я должна за тебя переживать? Помогите продать дом. Возьмите ритуал продать дом. Вон люди продавали. Знаете, сколько раз мне отправляли благодарность денежную, хотя я не просила. Вот именно потому, что они 3-4 года не могли продать дом. И в какой-то момент просто сделали там неделю, две и продали. И иногда и вообще на следующий день продавали. И элементарно делайте просто ритуал. Мне писали гениальные вещи. А можно мы фотографии дома отправим? Здравствуйте, Вика. Можно вот мы фотографии дома отправим, вы сами начитаете. А вы себе задайте вопрос просто: а зачем этому человеку это надо? Вот просто вот логически. Ну вы же ведьма, ну дальше что? Вот вы пришли к врачу, да? Сейчас попью немножко, в горле пересох. И говорите: ты же врач, вот вылечи меня. Врач говорит: позвольте, вы должны сначала идти на консультацию.
Ну, оплатить, если надо. Или там по полису, например, записаться на прием, чтобы страховые компании ему оплатили за работу. Хватит вот это название избушата, оно меня раздражает реально. У нас есть лохматые избушаты, это у нас, скажем так, питомник. И все. Вот это избушата, давайте вытащите вот эти слова, этих дегенератов из словарного запаса. Здесь нет избушат. Здесь люди, и большинство из них добившиеся огромных высот в своей жизни самостоятельно. Поэтому они понимают меня и сидят здесь, и черпают для себя многое. Вот эти вот идиотские слова, вот этой шнобельки и прочего вот этого быдла, я попросила бы вообще из лексикона убрать. Так вот, продать дом. Сделай ритуал и продавай. Несколько из ритуалов. Вы знаете, некоторые настолько изобретательные люди, настолько вот изучая, я обожаю таких людей. Люди, которые вот со смекалкой, они сидят. Я вам скажу армянскую такую притчу. Жизнь это как, сейчас как он назывался, большой кувшин с медом. И все стремятся туда, чтобы свою часть забрать. И если ты будешь гордо стоять и ждать своей очереди, весь мед унесут, а тебе не достанется. Так вот, если ты хочешь добиться этого меда, одного влево выкинь, другого вправо кидай. И подойди к этому кувшину, забирай свою долю. Вот то же самое. Если вы будете сидеть и ждать, пока кто-нибудь за вас что-нибудь сделает, вы никогда ничего не добьетесь. Екатерина Великая сказала, что ты хочешь сделать хорошо, сделай сам. Просто раз и навсегда заставьте себя, выкиньте эту вот природную лень. Просто природную лень закрыть в себе. И заставить себе сказать, никто не придет, не постучится мне в дверь и не скажет, там, ты поработаешь министром финансов. Правда ведь? Выкиньте эту лень и заставьте себя действовать самим. Никто за вас делать не обязан. Теперь я хочу прочитать для тех людей, которые говорят, что вот бедные, несчастные. Сейчас, секунду. Секунду. Одну секунду. Сейчас просто найду. Да что ж такое, да. Хочу полностью найти, буквально, да. Вот я скопировала, вот отсканировала. Я сейчас буду вам читать. Истинная правда. Я попала на канал «Ведьмина изба» больше года назад. В тот момент я была на дне. У меня посадили 18-летнего сына. Мое состояние трудно описать словами. Много денег ушло на адвокатов. Соответственно, начались просрочки по кредитам, коллекторы, тут как тут, долги по квартплате. Ну и, как всегда, это бывает, все сыпается в одну кучу. Я и в этот момент каким-то чудом попадаю на лекцию Инги о депрессии. И я просто рыдаю, слушаю и рыдаю. Я долгое время просто слушала лекции. Меня успокаивал голос уважаемой Инги. Он придавал мне силу, уверенность, еще чувство защищенности. Я поняла, главное, я не одна.
Я не могла сделать практически ни одного ритуала, потому что у меня не было ни ткани, ни алтаря, ни свечей на тот момент. Я просто не могла это купить, полное безденежье. Первый ритуал я сделала, конечно же, покров матери, материнскую защиту. Рассказала своему мужу об Инге, и он принес кусок воска. Мы с ним каждый вечер сами делали свечи. Я грела воск в руках, и он делал фитиль. Да, свечи были корявые, толстые, тонкие, короткие, длинные. Кстати, это самые лучшие свечи, которые могут быть. Они вашей энергией пропитаны. В древние времена в обязательном порядке делались своими руками. Это сейчас просто мы обленились. Но больше энергии, я хочу вам сказать, именно вот эти свечи, сделаны своими руками. Вообще для сил не имеет значения, толстые они, короткие они, красные или белые. Для сил имеет значение ваше рвение. И вот так потихоньку в течение года я закрыла один кредит, и 2 кредитные карты закрыла, долги по квартплате. Пуся! Конечно же, у меня появился красивый алтарь для ритуалов и алтарь для фортуны. Как приходили ко мне деньги, это не описать словами, это волшебство, чудеса. Уважаемая, дорогая, любимая Инга, велик русский язык, но не хватит слов выразить свою признательность, восхищение, любовь к вам. Вы для меня все. Воздух, солнце и так далее не буду читать. Остальное я не хочу читать. Вот, просто читайте, мне просто неудобно, до такой степени приятные слова. Как-то неудобно, если честно, читать вслух. Человек, который просто жил в нищете, полная безысходность. Они с мужем начали делать свечи своими руками, чтобы провести мои ритуалы. И в течение года из ада просто вышли. Да, не райская жизнь, тоже проблемы, трудности идут вперед. Но вышли из ада. Люди не потеряли свой дом, люди не потеряли себя, люди как? А вот так, сила воли, желание, уважение, они поняли, увидели. И даже меня не беспокоили никогда, этот человек мне не писала лично. Они меня даже не побеспокоили, ой, что делать, а вы можете сами провести, а проведите сами, а вот я боюсь, а вот сделайте что-нибудь еще. Вы понимаете, что когда человек хочет, он может добиться чего хочешь. Я видела людей без ног, без рук. Я буквально сегодня мы с человеком сидели, и я говорю, ты посмотри, какие есть люди, и какое у них стремление, какая воля к жизни. Это для уродов, которые... вот у тебя там и глаза нет. Вот. Я вам сейчас покажу. Я просто поражаюсь в виде, что люди, знаете, как они идут вперед. Одна из женщин, моделей, которые облили кислотой, и человек не сдалась, она проводит лекции, у нее абсолютно изуродовали лицо. Вы знаете, уважаемые, в кавычках, вы смеетесь над моим увечьем, но я вам скажу, генетику-то никуда не денешь. Если я свою красоту потеряла вследствие увечий, то генетика-то моя красивая, то я генетически красивая женщина. Мои дети будут красивые, мои внуки, правнуки. Это никуда не денешь, понимаете? А вы даже если сотни пластических операций сделаете и просто вам все ставят и сделают, генетика-то ваша уродлива. И ваши дети, внуки будут такие же насастые, бесшейные, вот с этими бородавками уебища. Генетика-то ваша такая, никуда не денешься. Вы понимаете, самое главное – это генетика. Если человек генетически красив, он и внутри красив, он и снаружи красив. И не имеет никакого значения, каким он потом становится. Когда мы умираем, вообще разлагаемся, от нас ничего не остается от нашей красоты. Но генетическая наша красота, вот наш ген красоты, он передается нашим детям. Вот поэтому я могу не переживать. У меня дети, внуки, правнуки будут очень красивые, просто куклята. Я такая была в детстве. Это моя генетика. А если вы, знаете, 3 килограмма косметики на себя наложите и этими маркерами, кусками рисуете на своих глазенках огроменные стрелки,
Это вас красивыми не делает. В любом случае ваши дети, внуки, правнуки будут такие же уроды, как вы. Чем вы гордитесь-то, я не пойму. Сейчас я вам покажу еще. У них просто сила воли у этих людей неописуемая. Настолько, ну они просто, знаете, достойны восхищения. Одну секунду, я сейчас посмотрю, что это за... В Одноклассниках что-то новое появилось. Новая функция. Одну секунду, извиняюсь. Кто-то тут фото поставил, и какого черта, где поставили вообще? Замечательно. Какая-то Светлана в Одноклассниках поставила мои фотографии. Ну вот для чего это сделано, я не могу понять только. Честно, вот... Ой, я даже заходить не собираюсь. Только я вам покажу вот это вот. Посмотри сюда. В Одноклассниках есть функция, когда твои фотографии ставят, то есть они тебя оповещают. Вот, значит, вот некая она, которая поставила мои фото. Я не знаю, та ли самая, которая с Ютуба, или это просто специально сделали кто-то. Скорее всего, не она, а кто-то нарочно это сделал. Чтобы, знаете, я вам скажу, вот эти предсказуемые гуси, это предсказуемые просто гусята, они считают так, вот они когда не могут поссорить, когда не могут столкнуться лбами, там еще что-нибудь, какую-то срач создать, они начинают делать такие вещи, мол, вот, посмотри, она твою фотографию своровала и поставила. Ну и хорошо. Я не знаю, она ли поставила, или кто-то от ее лица создал такой одноклассник. Скорее всего, от ее лица. Более чем убеждена, что от ее лица кто-то создал. Скажем так. Ну и замечательно. Создал и замечательно. Вот мои ролики здесь все. Значит, в ее этом... Ой, ну пошли вы в жопу. Да, все, я общественный человек. От моего имени могут и создать, и все что угодно делать. Я сейчас не собираюсь на это все, честно, отвлекаться. Создали, и хорошо. И супер. Все, забыли про них. Да, ну это дешевки, а что вы хотите? Это люди, ну... Нечем заняться дебилами. Ну, что-то же они должны делать в этой жизни. Ну. Пойдемте дальше, не будем отвлекаться. Мои фото везде есть, везде гуляют. Это не новость, так что все нормально. Итак. Ой, не знаю. Мне интересно. Я там на экране показала, потом остановите, посмотрите сами, если интересно. Дальше. Инна Паценко. Я сейчас вам прочитаю, и дальше я вам скажу, как дело было. Уважаемая, любимая, драгоценная наша ведьма Инга, ваша работа и ваши слова, сделанные и сказанные нашей семье, вчера получили достойное завершение и подтверждение. Истинно так. Подробнее под роликом «Древние секреты ведьм. Помощь хозяйству». Из-за проблем со связью не получается сообщить по-другому, но вы и ваши силы – это к тому, кому я в первую очередь отдаю это счастье быть счастливой и свободной. Благодарю вас, Инга, в нашей ситуации вы просто совершили некое великое чудо. Мой брат со вчерашнего дня на свободе. И вся наша семья на свободе от мыслей, страданий, переживаний, боли и страха.
И хоть судили невиновно, но статья грозила от 15 до бесконечности. Благодаря вашей работе дали 7, а вашим словам максимум 3 года, и он дома. Вчера он вернулся домой, на 10 дней раньше. Силы говорят через ведьму во спасению. Слово ведьмы – закон, способный, вопреки всем земным законам, изменить ситуацию во благо. И в жизни, рассыпавшиеся в пыль и прах, создать новую жизнь и новых людей. Это нечто невероятное. Безмерная благодарность, низкий поклон наших оживших душ и вашу честь, драгоценная ведьма, спасибо. Дорогие друзья, дело было так, что этого человека подставили близкие друзья, и под видом каких-то махинаций он пошел в тюрьму. Когда Инна ко мне обратилась насчет брата, я сказала, что спасти от срока навряд ли получится, можем только сократить, потому что он уже в СИЗО был, а вы прекрасно знаете, что все они взаимосвязаны, никто никого не выпустит. Ну, это так вот. Они тоже сами говорят, пускай сядет там определенное время, потом попытайтесь выпустить. Но никто, они уже за это погоны получили, они за это получили, скажем, поощрение, и они не будут отказываться от этого и выпускать человека, понимаете? А вот через некоторое время, пожалуйста, если будете там стараться. Я, собственно, так и сказала, и я хочу сказать, вся семья просто сходила с ума. Они себя потеряли полностью, они прям не ели, не пили, у них состояние было, особенно и сноха, и сестра. И в первую очередь надо было просто приводить в порядок этих людей, вернуть к жизни, чтобы они хотели бороться за своего брата, потому что слабые люди не могут бороться и спасти близкого. Да. И я сказала, Инна, там грозить будет 15 лет, вам скажут, что будет 15 лет, я попрошу вас в обмороки не падать, это нормально, не должны говорить это. Потом его посадят на определенный срок, но... Да. У плохих врагов нет, потому что они сами враги всем, Инга. И я сказала 3 года максимум, и он дома. И причем я думаю, что 3 года учли с учетом того, что он сидел еще в СИЗО. То есть он именно срок отсидел намного меньше. Это единственное, что возможно было делать в этой ситуации, поскольку уже время прошло достаточно, и как бы, никак не можешь ты взять и убрать этот срок. И мы работали. Мы прямо сражались за него. Вы не представляете, какие чудеса происходили. Сейчас она сама вам расскажет внизу. Я хотела рассказать, потом смотрю, вот она сама описала все. Дорогие друзья ведьминой избы, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех вас. Вот написано. Кто искренне разделяет с нами это счастье. Его очень-очень много. На всех хватит. Мы прошли невероятный ад. Благодаря силе, мужеству, знаниям нашей Инги от нас требовалось не так много. Четко выполнять ее указания. Не плакать и не размазывать сопли. На них легко проскользнуться. Дралась за нас ведьма Инга, дралась как мощная львица, как кровожадная пантера, как некий дракон. Билась так, что будто мы самые дорогие святые люди для нее. Я скажу вам, если я берусь помочь человеку, я добросовестно делаю свою работу. Поэтому может кому-то показаться, а почему вот она так вот делает за нас, как будто мы близкие люди. Дорогие друзья, если я взялась за это, тут дело не в деньгах. Поймите, ты берешь за людей ответственность, ты тревожишь духов для этих людей. И, естественно, ты должна до конца довести, ты должна делать все как положено, потому что ты же подняла эти силы, и просто так, вот на полпути или так себе к своей работе относиться, это наказуемо для меня. Поверьте, это ощущается. Пачками раскидывал наших врагов, увольнялись, разбивались, просто исчезали в неизвестном направлении. Шепотки Инги приводили свидетелей, которые вдруг решали не прийти и так далее. Много можно рассказывать, и это все говорю к тому, чтобы вы могли прочувствовать мощь и силу ведьмы Инги, этот каторжный труд. Результаты не достигаются волшебной палочкой, это работа ведьмы.
Это время ее жизни, ее энергии. Самое драгоценное для меня, наверное, это ее отношение к своему делу. Это нас спасло. Цените это, люди. Почему близкие оказываются предателями? Мы почему-то предатели и ищем за 7 гор, а близкие могут оказаться более мерзкими, чем кто-либо. И любимый человек может так просто отравить твое существование, что каждый звонок, у тебя просто мандраж, руки дрожат, и ты знаешь, что после этого разговора весь твой день просто испорчен, и жить не хочется. Это страшно. Но близкие знают просто нас лучше, понимаете? И знают, куда бить. Так, а теперь голосовые с вами слушаем. Погодите секунду. Так, не помню, слушали, нет? Здравствуйте, уважаемая Инга Яна. Меня зовут Ольга. Я не удержалась и хочу отправить вам огромную благодарность и низкий поклон за ритуал Пуджа. Пуджа. Ритуал Низко говорит? просто потрясающий. Я постараюсь объяснить. Я уже девушка не молодая, мне под 60 лет. Все в жизни было. Хорошее, плохое, очень хорошее, очень плохое. Я не буду об этом говорить. Я хочу просто говорю, слава богам, что я узнала много вас. И многое в моей голове стало на место. И благодарю вас за это. О ритуале Пуджа. Я совершенно не знаю о своем роде. Кто мои предки. Так случилось, что в 1937 году моего деда, мой дед, был отправлен, репрессирован. В 1937 году, я повторюсь, в Казахстан, куда отправляли очень многих. Кто знает историю, я думаю, не буду об этом рассказывать. Моя бабушка не доехала, и дед остался на руках с 3 детьми. Моей тете тогда было 12, дяде 10 и моей маме 3 года. Я не жалею, что я там выросла, родилась и выросла, потому что там настолько было многонациональное население, кроме, по-моему, местного населения, его очень было мало. А все другие нации присутствовали, и мы все нормально жили, прекрасно жили. Но я вернусь к ритуалу Пуджи. Сколько мы не просили деда рассказать о наших предках, это для него была больная тема, и мы просто нас попросили не трогать деда, он ничего не расскажет. Ну, я думаю, здесь можно много объяснений. Он, наверное, боялся, у него определенный страх был за своих детей. Наверное, все было непросто. Когда я проводила ритуал Пуджа, знаете, Инга, я почувствовала на втором, наверное, чтении, когда второй раз читала, такую теплоту. Я почувствовала огромное, что было столько народу. И от них исходило такое сумасшедшее тепло, которое я, наверное, за всю свою жизнь, наверное, не чувствовала. Это такое было счастье. Вы знаете, дочитывая ритуал до конца, у меня лились слезы. Это слезы были, я не знаю, я не могу это писать. Я знаю теперь, у меня
прекрасный, сильный род. И поверьте мне, за это огромное вам спасибо. Я это почувствовала. Спасибо вам. Это прекрасно, что вы есть, и благодарю вас за это. Я вам скажу, что если бы у вас не был сильный род и хороший род людей, предков, то навряд ли бы вас репрессировали, ваших предков, понимаете? Тогда избавлялись от сильных людей, от сильных личностей. И вы просто подняли силу своего рода, вы просто подняли силу своего рода, пробудили. Вот почему я говорю, что наши предки были счастливее нас, потому что они жили в мире со своими предками, с духами предков, с богами. Они были счастливее нас. Вы представьте, они это чувствовали всю жизнь, эту силу, мощь, жили в достатке, жили хорошо, жили в любви, много детей, здоровья, а потом уходили, наевшись, знаете, насытившись жизнью. А мы с вами как живем? Чем дальше, тем деградируем, тем грязнее, тем страшнее, тем подлее люди. Вы просто пробудили силу рода. И делайте это чаще. Плохих людей не депортировали. Поверьте мне. Я недавно вспомнила такой случай. Знаете, ветераны войны, как называли, сталинские самовары. Людей, которые без ног, без рук. Их называли сталинские самовары. То есть люди, у которых ничего нет, кроме головы. Люди, извиняюсь, пока интернет тупит, как раз решила добавить. Так вот, люди, которые прошли войну и без рук, и без ног были, абсолютно беспомощны, их называли сталинские самовары. Ветераны войны, инвалиды, о которых некому было заботиться, они шли по улицам и просили подаяния. Они жили на подаяние. Женщины, которые воевали, их называли, их как только не обзывали, знаем, кто мы, говорили они, описывает одна из снайперш. Знаем, чем вы там занимались, и как начнут. Эх, богатый, могуч русский язык. И сколько нам приходилось слышать от тех женщин о том, кто мы есть и как мы воевали. Так вот, в один момент Сталин решил эту проблему таким образом, что всех этих инвалидов собрали со всех улиц последние дни. К концу месяца он так вот начинает тупеть. Так вот, весь вопрос с ветеранами был решен одним махом. Всех не ветеранов, а инвалидов войны предложили либо, чтобы родственники их содержали, или собрать всех со всех улиц, отвезти на дальние монастыри, и там за короткое время их всех просто убили. Вот так вот страна благодарит своих героев. Когда нужно воевать, воюйте. Знаете, как говорят, когда государству от нас что-то нужно, она называет себя родиной. Обычно так. Сейчас включу, еще раз перезагружу. Вы знаете, я просто уже устала с этим интернетом внизу мучиться. И решила перейти с вами сюда. Я надеюсь, что все видно и слышно. Куда-то, правда, форум пропал. Но надеюсь, что откроется скоро. Так, напишите что-нибудь, кто-нибудь, чтобы я увидела. Видно, слышно? Ну, надеюсь. Так.
Ладно, здесь не видно. Сейчас попробую включить на свой страх и риск зарядку. Идиотизм, который какой-то происходит с этим интернетом, уже на нервы действует, если честно. Сейчас загрузится. Секунду. Во. Все. Ну, тупит связь сегодня. Подальше от костра придется, но ничего страшного. Угу. Так, дорогие друзья, пойдемте далее. Голосовые. Здравствуйте, уважаемая Инга, уважаемая Яна и уважаемые подписчики канала «Ведьмина изба». Очень хочу поделиться с вами о действии и результатах после проведения уникальных ритуалов, которые щедро дарит нам всем уважаемая Инга. Нашла я канал в Ютубе случайно, в январе 2019 года. А может и не случайно, так как у меня было очень сильное желание улучшить свою жизнь. На тот момент я только догадывалась о том, что я беременна. А через 3 месяца, когда встала на учет, то оказалось, что беременна двойней. Поэтому целый год я слушала лекции, записывала ритуалы в тетрадь, но ничего не проводила. Лекции уважаемой Инги меняли мое сознание. Для меня это происходило очень болезненно, так как потом у меня болела и раскалывалась голова. В какой-то момент появилось дикое желание отписаться от канала и не испытывать этих болей. Когда я взяла в руки телефон, в Ютубе на глаза попалась лекция о христианстве. Ну вот, я Дословно хотела не только помню, как сказать, называется. не И, пускает как вас. говорится, решила напоследок ее прослушать, и на этом все. Во время прослушивания лекции я в каком-то непонятном для себя порыве сорвала со своей шеи крест. Он у меня был на веревочке. С тех пор я крест больше не ношу. Сознание мое прояснилось, головные боли исчезли, лекции слушаю с удовольствием. Так я и осталась на замечательном канале «Ведьмина изба». Статую Фортуны я нашла очень быстро. Но вот наладить контакт с ней у меня поначалу не получалось. Как новичок делала много ошибок, не уделяла ей должного внимания. Теперь у нее горячий свежеприготовленный кофе каждое утро, глиняный горшочек с монетами рядом с ней. Она у меня в золоте, в серебре. Рядом с ней лежат натуральные камни. Под статуей лежит купюра в $1. На алтаре Фортуны мое фото, а сверху 5 купюр по $1. На день рождения Фортуны, 24 июня, я купила ей золотое колечко с бриллиантом и 2 серебряных колечка с топазом и жемчугом. И, о боги, на мою карту поступила сумма в течение недели в 2,5 раза больше, чем я потратила. А Да, она потом, как вы щедрая. говорили, уважаемая Инга, бриллиант – это камень, который не любит одиночество. Я смогла себе позволить купить золотые колечки с изумрудом, рубином, сапфиром и многое другое. Сейчас я приобрела бронзовые статуи золотого тельца и льва. Анализируя свою жизнь до и после проведения очень многих ритуалов, хочу сказать, что у меня не было даже определенной постоянной суммы денег, купюр, монет российских, тем более доллара, которые нужны для проведения ритуала. Мне приходилось как-то экономить, чтобы удержать деньги. Из украшений у меня было изначально только 2 золотых колечка и серебряная цепочка. Теперь у меня есть постоянные деньги, и драгоценности, и камни, и много разноцветных восковых свечей. Уважаемая Инга, хочу выразить вам огромную благодарность за ритуалы «Покров матери» и «Материнская защита». Я провела их над фото своей второй дочери. Она упала и получила глубокий порез мелких тканей. По истечении недели ее выписали из больницы. Рана хорошо затянулась, швы сняли. И, о боги, у нее прошел насморк. Я хочу, Этим чтобы ребенок... все
поняли, что она провела после того, как ребенок упал, чтобы правильно поняли. Ребенок упал, и она провела, и поэтому раны быстро затянулись, собственно говоря. Мучился более 4 лет. Действие ритуалов стало ослабевать после 2 месяцев. То есть она 4 года назад это было у нее. Чтобы вы слышали, да? Она сказала, мучился ребенок в течение 4 лет. Я провела их снова. Так, что случилось, я не поняла. Что там, кто не может зайти, выйти? Ваш афоризм, который я записала в свою тетрадь, кто не борется за свою жизнь, тот не имеет права на нее, спас мою первую дочь, которой 16 лет. Она и так стройная, худенькая, решила посадить себя на жесткую диету, голодать несколько дней. После моих уговоров и разговоров на тему, что ей в ее растущем возрасте при стройной фигуре этого делать нельзя, она уже в тот момент была в полуобморочном состоянии от физической слабости, взгляд затуманенный. Я в сердцах ей, как последний довод, сказала ваш афоризм. Я на секунду увидела ее прояснившийся взгляд, но у меня... Юлия Началова, которая всю свою юность вот такой херней страдала, то голодала, то не голодала, и в конце концов привела себя к костной болезни, которая ее убила в молодом возрасте. Вот из-за таких тупых голодовок, из-за еще чего-нибудь у нее, вот подагра из-за чего началась костная болезнь? Нехватка витаминов, нехватка, скажите мне, ой, все уже железо, нехватка кальция. Вот из-за этого, в конце концов, уже в более взрослом возрасте она расплатилась тем, что ушла. Вот херней не занимайтесь, не страдайте. Физкультура. Поели, много двигайтесь, все. По чуть-чуть ешьте. Но совершенно себя лишать, это вы себя к смерти ведете. Абсолютно лишать себя, со временем у вас в почках появляются камни, песок. Придите в себя. Это ересь какая-то. Голодовкой ты не худеешь, голодовкой ты изматываешься и выглядишь как больная мумия. Но у меня не было уже сил сдерживать свои эмоции. Я ушла реветь на улицу. После этого я зашла домой, моя дочь подошла ко мне, обняла меня и сказала, что будет кушать. Проводила несколько чисток. Кофейная чистка оздоровления Вуду помогла избавиться от боли в коленях. Прямо во время проведения ритуала на последнем прочтении слов я почувствовала сильное тепло в области коленей. Боль прошла. Я делаю вот эти ритуалы, которые обновляю периодически 1 или 2 раза в месяц. Некоторые ритуалы к фортуне и с фортуной, денежный источник на банковскую карту, отсечь от себя ненужные расходы, денежное дерево, ритуал с паспортом, денежная икона, вечная купюра. Заклинание Деда Миколы на богатую долю я провела пока только 1 раз. На следующий день после проведения ритуала я увидела на секунду в районе шкафа некое светлое спиралевидное свечение. На тот момент я подумала, что мне все это просто показалось. Но потом, когда мне понадобились вещи в шкафу, то я увидела, что они сверху обсыпаны блестящей пыльцой. Ритуал отнял у меня много энергии и сил, так как в течение примерно 5 дней я не могла ничего делать по дому. Сама была не своя. Потом в течение примерно 2 месяцев на счету моей банковской карты было чуть больше 100 тысяч рублей. У меня все. Огромная благодарность, уважаемая Инге, за возврат к своим древним богам. Дорогие друзья, смотрите. Начните с тех ритуалов, которые меньше сил забирают, для того, чтобы постепенно приучить свою энергию. Да, если вы беретесь за более сильные ритуалы, они вас могут измотать, они могут забрать очень много сил и очень много дать. Но если вы сначала сделаете послабее, то есть это не слабые ритуалы для вас, да, попроще ритуалы, постепенно приучив вашу энергию к этим силам, потом уже сделает такие более сильные ритуалы. Вы не будете так много платить энергии. Вам уже как бы это меньшей кровью обойдется, но зато результат будет намного
значительные. Пойдемте дальше. Добрый день, наша любимая, уважаемая Инга. Яночка, добрый день. И все подписчики канала. Меня зовут Этери. Я тоже хотела бы поделиться своими результатами. Последние несколько лет в моей жизни было не очень сладко и с финансами, и с личной жизнью. Вот знаете, как говорится, как рыба бьется об лед, вот все двери закрыты, и куда невозможно пробиться. Я стала обращаться к могуйкам, как она любит назвать их и наша Инга. Все это было безуспешно, безрезультатно. Естественно, вера во все это стала падать. И осенью совершенно случайно я обнаружила, попала на канал Инги. Я сразу поняла, что это просто какое-то чудо, просто для меня спасение. Я безумно благодарна силам, что вообще дали мне такую возможность. Жаль, конечно, что этого не произошло раньше, но, видимо, вот как Инга говорит, наверное, сейчас пришло мое время, потому что есть какой-то уже опыт. Прослушав все лекции, это какие-то колоссальные знания, которые нам дает Инга. Я переписала себе множество ритуалов. По ее совету стала сначала делать ритуалы чистки. Сделала их великое множество, очень разных. Соляной стол, плакучий бес, очень много грузинских ритуалов провела, так как я сама грузинка, решила, что вот они тоже мне как-то больше подойдут. Много, сложно назвать их всех. Так как у меня достаточно много было по жизни завистников, была коллега, которая просто доставала меня на работе, я решила провести ритуал чистки с возвратом. Провела наказание сплетника с возвратом. Вы просто обалдеете. Я была шокирована, когда на следующий день я прихожу на работу и услышала, что эта коллега заболела. Более того, во время ритуала я не называла имен никаких, я не рискнула называть, потому Не что надо, силы я сами ошибаюсь, и вдруг это там, мы все можем ошибаться. Я решила, что силы сами, если она действительно заслужила, значит, она будет наказана. Нет, значит, слава богу, она ни при чем. Тут я понимаю, что она заболела. После этого она стала болеть. У нее какие-то пошли конфликты на работе с руководством. Стали бесконечные жалобы на нее. В итоге ее уволили 2 недели назад. Спустя сколько там, месяца 3-4, как я вот стала делать эти ритуалы. Я просто в шоке. Я уверена на 1000000%, что это исключительно работам, которые нам дарит Инга, силам, которые, в общем-то, решили действительно какой-то вот на такое наказание свое несет. Все ее проекты передали мне. Я давно уже подключила ритуалы на финансы. Стала появляться какая-то возможность. Да, на меня не посыпался золотой дождь. Я прекрасно понимаю, что это тоже нужно время, чтобы это все перевернуть, потому что был очень большой застой. И чтобы эту машину перевернуть в обратную сторону, нужно время. Но запуск пошел, жизнь стала улучшаться. Я приобрела давно уже фортуну. Мы с ней просто душа в душу. Каждое утро у нас с ней кофе. Я покупаю ей цветы, и мы с ней разговариваем. Я точно знаю, она меня слышит. У меня был какой-то крик отчаяния. Я просто однажды, там, я не знаю, проплакала с ней в обнимку. И буквально через 2 дня решилось то, что я там, от чего я так рыдала. Ну, в общем, Инга, огромное вам спасибо. Я стала думать о своем бизнесе, появились какие-то идеи, какие-то люди, которые могут помочь в реализации уже. Я готовлюсь к запуску. В последнее время я подключила уже ритуалы на привлечение достойного мужчины в свою жизнь, потому что я уже лет 8 как в разводе, да, я хочу семью, хочу своего личного такого женского счастья. Да, я хорошо живу, но, в общем-то, с мужчиной, конечно, легче, но не хочется абы кого. Я надеюсь, что с помощью силы и ритуалов, которые Инга нам вам приведут того, дарит, кого эти надо. дороги тоже для меня откроются, и я встречу того мужчину, с кем мы дальше пройдем по жизни. Инга, огромное, просто безумно огромное вам спасибо, вечная благодарность вам, всем силам, которые с вами. Мы с вами будем всегда. Я не устану вас благодарить и говорю всем, делайте, все работает, много делайте, разных делайте. Я не могу даже перечислить все, что я делала на открытие дорог, и ключи от всех дверей, и от долгов. Множество провела ритуалов, там чуть ли не каждый вечер или там несколько раз в неделю я обязательно что-то делаю. У меня алтарь, у меня все цветные свечи. В общем, огромная благодарность.
Мы вас любим. Спасибо. Про столик спрашивали. Столик – это лесной дух. Итак, дорогие друзья, о чем речь? Вот смотрите, человек сделала все, что могла, и делает до сих пор. И из всего этого могло ей помочь все, что она сделала, или могли помочь несколько, неважно. В любом случае, я вам еще раз говорю, потом иногда бывает, что ритуалы устают, понимаете? Устают, их нужно менять иногда, то есть оставлять ритуалы, чтобы они набрали сил. Не именно ритуалы, а духи, которых вы все время вызываете этими ритуалами. Дорогие друзья, вот некоторые чмошные существа, когда поняли, что нет уже аргументов против меня, сказали: да, это все помогает, это все работает, но потом вы будете платить своей душой. Я вам просто говорю, открывайте мой ролик «Добро и зло. Плата за удачу» и слушайте внимательно, чем мы платим. Боги нам дают удачу, а мы за это платим энергией радости и счастья. Это для них подпитка. И чем больше мы отдаем им энергии радости и счастья, тем больше боги дают нам удачу, потому что это энергообмен во Вселенной. Давайте вот это рабское, чмошное, вот эту философию, что мы должны всю жизнь страдать, и так надо, Иисус Христос так сказал, и вообще выкиньте в сторону. Мы рождены для того, чтобы быть счастливыми. Наши предки были счастливы. Боги благоволили нашим предкам и помогали. Возвращайтесь к корням, если вы хотите быть счастливы. А вот эти чмошные существа, она уводит от христианства, она уводит от религии, она такая-сякая. Вот эти вот чмошные, нищебродные, эти вот убогие существа, они пускай за собой ведут таких же. Мы с вами не из убогих, мы с вами прайд львов, а бараны пускай идут там, слушают, хлопают в ладоши, плачут, ходят по церквям, бьют поклоны, лобызают иконы. Это их жизнь. А кто хочет прожить свою жизнь, соединившись с корнями, со своими родными богами, они будут со мной. И по поводу того, что мне сегодня написали, а вот вы не опровергаете, вас критикуют ваши ритуалы. Я не собираюсь ни смотреть, ни опровергать, ни что-то говорить, потому что я такую херотень не собираюсь ни смотреть, ни обсуждать. Кто они такие, чтобы я это смотрела и что-то опровергала? Что опровергать? Безмозглость существ? Это просто смешно. Опровергать что? То, что люди вообще, не имея ни капли знания о том, о чем они говорят, сидят, это обсуждают, я должна это опровергать. Это все равно, как хирургу сказать: вот почему ты не опровергаешь то, что уборщица говорит, что ты плохо оперируешь. Он должен опровергать вот мнение какого-то отребия. Это смешно. Опровергать. Опровергают это все результаты моих работ, люди, их мнение, их благодарность, их дары бесконечные. Вот это и есть опровержение. Человек, который востребован, он виден, понимаете? А человек, которому нехер заняться своим этим уродливым клювом, суется везде для того, чтобы заработать копеечку на чужом имени. Кого опровергать? Эту бабу с сальными грязными волосами, неухоженным видом, с этими кусками на глазах нарисованными, как а-ля 60-е, как после войны, когда не было косметики, мазали сажу. Вот это вот убогое существо я должна опровергать, вот эту квадратную бабу без шеи, с бородавками и с этими, не знаю, на губах и на лице, и помаду, которую она мажет чуть ли не на нос, потому что губ там нету и в помине никогда не было. Эту бабу, которая в 40 лет с золотыми зубами, золотые зубы, ну, может быть, и кто-то и носит, согласна, но женщина это эстетическое вообще есть, существует. Ну, о чем мы говорим? Человек, который гордится своей необразованностью, конечно, она в 40 лет будет ходить с золотыми зубами, как бабка с базара.
Кого опровергать? Вот этого существо, вот это вот уродливое, страшенное существо, которое без фильтра и не может появиться народу и миру. Вот это существо я должна опровергать? С какой стати? Это смешно, реально. Мы все бываем дома неухоженные, уставшие, мы все бываем, знаете, в таком состоянии не готовом. Да, я согласна. Я тоже бываю, часто бываю в последнее время, потому что устаю и много работаю. Но, по крайней мере, я в таком виде не появляюсь народу и не показываюсь. Да, Шнабель тоже, я так смотрю, научилась через китайские фильтры пропускать. Что-то у нее клюв меньше стал. Насколько я помню, она операцию себе не делала, но почему-то этот клюв стал меньше. Как это объяснить? Это смешно. Ваша вся жизнь – это фальшь с ног до головы. И вы фальшь, и ваши видеоролики фальшь. Зубы золотые, твою мать, а на ролике прям блестят, блестящие светлые зубы. Оказывается, у меня вставная челюсть. Да, каждую ночь вытаскиваю, ложу в стакан, утром надеваю. Так и есть. Сидит себя, дергает за волосы. Детский сад. Хорошо не за письку себя дергает, чтобы убедить, что она женщина, а не мужик. Знаешь, Патя, ты мне напоминаешь одну дурочку из нашей школы, которая письку показывала мальчикам, чтобы доказать, что она девочка. Они специально ее дразнили, говорили: ты мальчик, ты мальчик. Она: да не мальчики, она, посмотрите. 10 лет ей было. Это ужас. Родители били ее, убивали, она все равно, у нее мозгов так и не добавился. Она до сих пор старая дева, так дома и осталась, ее не взяли замуж. Если завтра тебе скажут, что ты мужик, ты это тоже покажешь, чтобы нас всем доказать, что это не так. Ты дура, вот что я тебе скажу. Дура ты просто. И вас таких дур просто до хрена и больше. Вы просто ущербные, недоразвитые существа сидят. А что она там не опровергает? Кого опровергает? Тебя, что ли, канализационный червь? Аж язык заплетается. Опровергайте ее. Немного ли чести тебе? Тебе вообще много чести, что ты на моем канале уже несколько раз, знаешь, что люди о тебе сказали. Но говорим мы не о тебе, а о тебе подобных шариковых, чтобы просто на будущее все знали, что против меня переть невозможно и нереально. Дура, ты еще не поняла, почему все против тебя, и ты ничего не смогла, дурочка? Вот откроешь где-нибудь книгу умную, прочитаешь, что такое магия, и сразу станет ясно тебе, почему против ведьмы нереально идти. То, что ты для своего лохозавра такая вся крутая женщина, это не значит, что все остальные тоже тебя считают кем-то вообще в этой жизни. Воспитанной такой же полоумной, тупорылой, вообще дурой, как скачущая на башке попугаем, это великовозрастная дурочка, вот такой же воспитанный, естественно, что так статус женщины, твою мать, такого возраста, статус. Маман скачет, сиськи там прям до потолка, прям аж... Ой, посмотрите, какая крутая женщина. Воспитанной такой дурой, какая может быть? Такая же дура. Если бы моя мама такие вещи вытворяла, ну, может быть, дома мы бы и оставили такие кадры для себя, семейного архива, но на обозрение всему миру я бы точно не показала такую хрень собачью. Ну, а что тут и удивляться? Скачущие на столах этот племя обезьян, то тут скачут, то там скачут. Пришли тут учить людей. Животные. И такие же животные, как ты, и тебе смотрят. Не зная языка, гурдинские, гурзалинские, грузинские, нет, грузовинские ритуалы. Дура ты. Ты вообще в курсе, что есть такая страна Грузия, и народ есть грузины? Гурзалинские.
Я должна опровергать это вот это убожество, которое даже слово грузин произносить не может. Я ж не схожу по этим каналам, люди говорят, что Анну Иоанновну полчаса не могла произнести. Я даже понятия не имею, так должны были мне найти, скинуть. Анна Иоанновна произнести, она что, в курсе, кто такая Анна Иоанновна? Я тебе скажу, у Анны Иоанновны был целый штат шутов, клоунов, ручных, карлих, понимаешь? Вот поэтому я и сказала, что я себя чувствую Анной Иоанновной, потому что у меня столько ручных клоунов вроде вас, что ж прям Анной Иоанновной себя ощущаю уже. Ты вообще знаешь, вообще как можно в этом мире жить без знаний? Как? Человек должен быть, знаете, разносторонне развит. Я не говорю, что мы все должны быть профессора, но мы должны иметь представление, кто такие императоры, что такое Римская империя была, Византия, что такое история, что такое древняя история. Сидит дура, историю изучает. Тупое существо. Хосров Парвиз был тюрок, азербайджанец. Тогда не было нации азербайджанцев. Азербайджанцы появились 100 лет назад. Их так назвали. Это тюрки. Что читаешь? Википедию? В Википедию всякую херотень пишут. Хосров Парвиз. Тогда турков в помине не было. Хосров Парвиз, тупое существо, был из рода сасанидов. А тот Хосров из рода аршакидов, оттуда камсараканы. Тоже называли Парвиз, победоносный великий Хосров, потому что у него парфянские были корни. Ты историю обсуждаешь, дура. Все народы древние, все. О! Ты знаешь, я даже могу сказать, что про шумеро-аккадскую цивилизацию я уверена, что у тебя мозг лопнет, потому что ты даже понятия не имеешь, что такое шумеро-аккадская цивилизация, тупое существо. Ты дальше своих баранов считать не умеешь. Все древние. Естественно, все древние, с воздуха никто не упал. Прямо, знаете, из ниоткуда никто не появился. Народы все пришли оттуда-то ровно вместе. Но есть древние цивилизации, есть народы, которые раньше других создали государство. Вообще древность, знаешь, как определяется? Патишкалар. Я тебе скажу. Древность определяется тем, когда первый раз был упомянут народ и когда они создали первую страну. До этого называется доисторический период. Ты когда-нибудь слышала, циклопские замки называются? Почему так называются? То есть очень древние, настолько древние, что просто мифические замки, даже непонятно, когда они были построены, их называют циклопские замки. Так вот, древние нации – это те нации, которые первыми создали цивилизацию, которые первыми создали государство. Пока это родоплеменные отношения, просто народы, просто кочевые племена, это не есть государство, это не есть народ, это не есть древняя нация. Нация, когда она образовалась и о себе дала знать. То есть государство создалось, вот тогда и говорят нация, древний народ, древнее государство. Потом было великое переселение народов. 3 раза было великое переселение народов. Народы кочевали отсюда туда. Но мне кажется, для твоего тупого мозга это просто настолько, сильная лекция. Я боюсь, у тебя мозг лопнет. Не будем дальше идти. Слушай, ты лучше сплетни собирай, кто кого топтал, кто с 15 лет бледовал. Вот у тебя это хорошо получается. Не лезь в историю ради всех богов. История, культура, вообще образование, человеческие отношения. Это не для таких, как ты. Понимаешь? Ты лучше занимайся привычным для тебя делом. Собирай сплетни, кто с кем трахался, кто на трассах стоял, кто с кого имел, кто какое дело лучше знает постели, кто чего там сказал тебе, какие мужики позвонили, что сказали, где там меня били, видео есть, сейчас выложишь, сколько раз куда там кого таскали по этим ресторанам, кого в лесу отымели. Вот это вот твоя стихия. Что ты лезешь в историю, что там? Это тебе не надо. Зачем? У тебя мозг лопнет. Ты лучше про письки, миски. Вон твоя стихия. Оттуда не вылази больше.
Понимаешь? И вообще вот надевай свой золотой зуб и пиздуй продавать арбузы. Я же тебе 500 раз сказала. У тебя будет великий успех. Пусть стоять, собирать сплетни, там кто с кем имелся. У тебя успех на рынке будет. Вообще ты будешь самая крутая девка. Я же не зря сказала, что у нее зубы золотые. Как ее задело, однако. Ну просто вот попадаю в точку. Женщина, когда на все услышания говорит, если мой муж, вот, честное слово, если я услышу, что он с кем-то был, я ему вот это все оторву. Я вам включу все-таки, не могу, не удерживаюсь. Я вас интригурую. Сейчас найду просто. Фу. Дайте... Сейчас найду это все. И сначала... Если бы мой муж... Во. Если бы мой муж спал бы какими-нибудь женщинами, вот клянусь, взяла бы ему этот между ног то, что разорвала бы все просто. Какая ты чувствительная, воспитанная женщина. Вот это, которая между ног, вот это то, что вот это есть-то. Ты уж раз уж начала называть, что там между ног, мы откуда знаем? Может, у него между ног ишачий хвост висит. Вот это, которое между ног вот есть. Я думаю, у него между ног ничего нету, потому что если бы у него между ног что-нибудь бы было, он бы на такой, как ты, не женился в жизни. Понимаешь? Скорее всего, у него между ног пустота. Там разрывать нечего, не переживай. Между ног, вот, который вот это вот есть. Ай, не могу. Ой. Добрый вечер. Вот это вот она бы разорвала. Гранату бы кинула. Ой, не могу, фу. Слушай, я тебе говорю искренне, правда. Вот спасибо, что ты есть, реально. За это время такой стимул появился. Столько людей мне показали действительно, что на моей стороне. Я поняла, что со мной воевать никто не собирается, не собирался. Очень многое мне показало твое появление, правда. Понимаете, вот очень многое. Вот реально многое. Я вам серьезно